Всем привет, кто смотрит это видео, кто подписывается на наш канал, всем спасибо, кто ставит лайки. Сегодня я вам расскажу, как мы с моим напарником Иваном отработали, я 14 лет, он 16 лет, в ЖКС номер 1 Приморского района, ООО ЖКС-1. Наш участок номер 2. У нас 50 домов почти, 45 домов и 2 АБК, административно-бытовых комплекса. Участок длиною 3 или 4 километра, 7 автобусных остановок, шириной 1 километр. В него входят вся Камышовая, Богатырский, Гакелевская, Ситцевая, Яхтенная, Туристская. Ну, вроде я все улицы назвал. Это мы находимся на улице Камышовой. Сейчас переместимся на Богатырский проспект. Это Богатырский проспект. И пойдем в нашу контору. Она находится на улице Гакелевской, 22, корпус 1. Иван работал еще при Кирюшове, был генеральный директор нашего ЖКС, когда еще индексировалась зарплата каждый год. У нас было 12 электриков, 20 сантехников. Сейчас на нашем участке осталось 2 электромонтера, это я и Иван, и 5 замечательных сантехников. Это 7 участков у нас. 2 управдома, 3 на больничном. Вместо 7 управдомов или 6. Это наше замечательное здание нашего любимого предприятия ЖКС-1. Раньше у нас здесь даже был актовый зал, актово-банкетный зал, где нас награждали, справляли разные праздники. Теперь за место актово-банкетного зала одни кабинеты. Живем все лучше и лучше, рабочих все меньше и меньше. Ну вот мы поднимаемся в наш замечательный административный корпус, где находится много кабинетов, в которых находятся наши сотрудники и сотрудницы, которые следят за состоянием наших жилых массивов. Вот в этом вестибюле, или как тут, прихожая перед кабинетами, теперь происходит наше награждение лучших работников ЖКС-1, отчетно-перевыборные собрания профсоюзные. Вот так вот это происходит, когда нет актового зала, а только кабинеты. Кабинетов много, а работать некому. При нас уже сменилось генеральных директоров человек 5. Последним был самый лучший, это Кирюшов, но его ушли. Отчетные собрания были каждый год. Генеральный директор отчитывался перед рабочими, что мы сделали за год хорошего, что у нас плохого, и мы решили вместе все эти проблемы. Теперь все 5 директоров решают все за нас, как нам жить лучше и как зарабатывать. Индексация зарплаты была всего один раз. Раньше получали 21 тысячу, лет 5 назад стало, мы теперь получаем 32 тысячи, но это уже давно, лет 5 назад. Чистыми все получают и сантехники, и электрики 28. За 50 домов мы получаем. Это вот мы пришли с Иваном менять светильники у секретаря перед кабинетами главного инженера и генерального директора. Меняем светильники ЛДС на светодиодные.
Хорошие светильники меняем на еще лучшие светильники. Мы следим за АБК, проводку, розетки, кондиционеры подключаем. Мы еще следим и за прокуратурой, и за МЧС. Хотя прокуратура это второе ЖЭУ, а МЧС это четвертое ЖЭУ. Но это все на нас с Иваном. Освещение и работа. Ну вот это я пришел сначала к Камышовой, там 217-го не дождешься автобуса. И сейчас мы с вами проедем 6 автобусных остановок по нашему замечательному участку. Это Стародеревенская, здесь тоже наши дома. Стародеревенская 30, Камышовая, это Стародеревенская, да, 30, это там еще, это Камышовая 12, 14, 16. Сейчас мы с вами сядем на автобус и проедем. Весь этот маршрут нам надо проделать пешком. Склад находится на Гакелевской 22. Брать лампы, светильники и разносить. У нас три мастерских склада. И вот мы разносим. Где-то в щитовой оставляем, где нет мастерских. Вот на этом участке у нас на Богатырском 33 мы в щитовой оставляем лампочки, чтобы не таскать 7 автобусных остановок. Да, на Камышовой 14 мы заменили 3 парадных кабель каналов. Но крышки мы все заменили, все закрыли 300 метров. На Богатырском 43 там 2 парадных, тоже 300 метров. Отбили все финские старые кабель каналы, все поменяли. Вот это планерная 27, тоже наш дом. Все светильники НББ поменяли. 40 или 50 штук там все меняешь. Но светильники мы меняем за дополнительную плату. Прибавка к зарплате. Где-то 36-45 в каждой парадной. НББ, ЛДС срезаешь. На дюпелях все пристрелено. С болгаркой ходишь, с перфоратором, с зубилом, молоток. Все таскаешь это. Плюс светильники надо получить и растащить. Принести все на парадную, чтобы поменять это все. Здесь 53-й дом. По 17 этажей. По 6 парадных. Кабель канала меняем. Тоже за дополнительную плату. В принципе, зарплаты нам хватало. Но очень большой участок. Ни за какие деньги не может, 2 человека не могут обслужить столько домов. Работа электрика не заключается только в том, чтобы менять лампочки. А надо обслуживать и ухаживать за домами. Мы их любим. Эти дома — это наши дети. Но нельзя всем уделить одинаковое внимание, когда у тебя 50 детей. Ну вот мы с вами проехали все 7 автобусных остановок. Одну остановку пешком, 6 проехали. Это тут Камышовая 54-1 заканчивается наш участок. Уже Лахта-центр виден. Вот такие расстояния приходится нам преодолевать. Наш нелегкий труд электромонтера ЖКС номер 1. Зайдем в один из ближайших домов. Посмотрим состояние парадной. Какие парадные у нас. Это 54-й дом. И в этой парадной замене здесь 6 этажей, но мы тут все заменили уже светильники. НББ сняли. Ремонт парадный делали, не помню когда, 2-3 года назад. Вот в таком состоянии наша парадная.
Светильнички все поменены. Чистота, порядок. Наркоманов не видно. Здесь закладки не делают в этих парадных, потому что нет черных лестниц. В этих домах по 6 парадных. Это 6 чердаков, 6 подвалов надо обойти в каждом доме, чтобы был порядок. Это 52-й дом, Камышова 52. Здесь еще светильники не заменены. Вот такие НББшки. Здесь зубилом все отбиваешь. Перфораторы. Стремянки. Все притащил. Все сделал. И светильники принести. И стремянки принести надо. За дополнительную плату, но все равно все таскаешь на себе. Вот щитки. Тут доступные щитки. Пришел лампочку менять. Заглянул в щиток. Посмотрел, в каком состоянии. Если какая-то неисправность, устранил. Если не смог устранить, написал объявление. На следующий день отключил свет. Что-то устранил. Хорошо, когда такие щитки в полном доступе. Видишь, все заменено, все пакетники, новые автоматы стоят. Это все бесплатно мы меняем. Квартирные автоматы, это все за отдельную плату. Это вот наши участки. Вот помимо того, что 50 домов, еще 150 подвалов и 150 чердаков. Все проверки, и все надо проверять, обслуживать. Еще дома вот приходит 56,3, вот 8 миллионов долгов. Он приходит к нам теперь в ЖКС. Много домов ушло от нас, но много и приходит. Вот 59-й дом. Тут 9 парадных, 9 подвалов и 13 чердаков. Или 12 чердаков здесь. Вот это все надо держать в полном порядке. Проверки постоянные, особенно летом приходят ГУЖа. Все проверяют, смотрят. Все мы должны. Только это вот такая щитовая в 59-м доме. Тут меняли вот магнитный пускатель, вот этот серенький. Поставили новенький. В таком состоянии щитовые на нашем участке. Все в порядке, следим, смотрим, проверяем. 57,3, здесь наша мастерская, самая дальняя, 12 этажей. Тут тоже в одной парадной все светильники поменены. Здесь поменьше наркоманов, поменьше бомбят дома. НББ здесь на месте. Самый лучший участок 53, где нет наркоманов и жители адекватные. 2 сантехника здесь, которые работают здесь уже 20 лет. Плотник 1 у нас на все ЖКО. 2 электрика и 5 сантехников осталось. Куда катимся, неизвестно. Вот так вот мы приходим в парадную. По 16, по 12 этажей меняем вот эти светильники НББ на светодиодные. Все тащишь с собой, перфораторы, светильники сначала на складе надо получить, притащить. И потом уже начинаем менять. Откручиваешь шуруповертами, потом сбиваешь вот эту деревяшку, которая пристрелена на дюпеле, зубилом. Зубило с молотком. Подключаешь болгарку. Болгаркой спиливаешь. Болгарку тоже с собой надо таскать. И перфоратор. И еще по 40, по 50 светильников. Все это надо нести своим ходом. 5 раз, чтобы один светильник сменить, надо 5 раз подняться и слезть со стремянки. Представляете, какие ноги у нас накачанные. И вот так вот день-два, еще заявки надо выполнять, не забывать.
монтажные работы. Раньше у нас была группа ППР, 12 электриков. И все работали. А теперь вот так работаем, два электрика. Еще стремянку. Стремянку он не взял. Вот так мы ходим по участку, переносим коробки со светильниками. Получаем и ходим. Еще сумка, да. 7 автобусных остановок ходим. Вот так вот мы еще меняем кабель-каналы по 300 метров на доме. Опять же, все надо с собой таскать. Вот так вот получается. Красота какая. Все снимаешь и ставишь. Ну, тоже, это, конечно, очень дешевая работа, но какие-то копейки, конечно, доплачивают. 300 метров, 300 рублей. Или 3000. Очень долгая работа. Некому работать совершенно за такую зарплату. И всех посокращали. Никаких ППРов нет. Только я и Ваня. 2 электрика было на все ЖКО. Такая веселая у нас работа. Скучать было некогда. Еще идут целые бригады с перфораторами домофонщиков, интернет-провайдеров, электромеханики обрезают постоянно свет на чердаках. И все сверлят, у нас пропадает свет везде, и мы должны, все электрики должны все восстанавливать. Это не они восстанавливают, сверлят стены нам. Мы должны сами все разбираться и все искать. Все разбираться вот в этих проводах, какой куда провод идет, и все надо восстановить. Вот такая у нас работа. Не забалуешь. И мыши еще грызут постоянно провода во всех подвалах. Никто ни за что не отвечает. Все должны электрики делать, ЖКС. Вот иногда нас посылают Лисий Нос, Ольгина Лахта. Там тоже наши дома. 3 поселка. Бывает, восстанавливаем после ураганов. Столбы ставим, проводку восстанавливаем. Это мы на улице Колхозная. Утепляем крышу. Кабель прокладываем теплый. В трубах тоже прокладываем кабеля. Утепляем. Все утепляем. Автоматы меняем, проводку меняем. На этих домах. На этих колхозных улицах. Ну, единственное, нас скрашивает нашу жизнь. Это там мне нравятся котики майкуны. Веселые котики. Вот так 2 электрика обслуживают 50 домов. Лисий Нос, Ольгина, Лахта. И все успевали за свою зарплату. Почему никто не идет? Не понимаю. Никто не хочет получать 34 тысячи и работать в ЖКС. Странные какие-то люди. Непонятно это все. Почему так происходит? Это мы в Ольгино. Утепляем трубы, чтобы не замораживались. 100 метров провода, 100 дырок. 7 коробок распределительных. Такая прекрасная работа на природе. И никто не идет за такие деньги. И никто не придет. Потому что нет электриков. И с улицы не берут, если нет у тебя стажа работы в ЖКО. Зарплата в ЖКС это уже повышенная зарплата. На самом деле мы получаем 32 тысячи, а чистыми 28. И мы и сантехники. И никто не придет, и никто не идет даже на 70 и на 170. Почему губернатор повышает зарплаты себе и администрации? Я понимаю, у них очень сложная работа думать. Но 50 домов, 2 электрика разве могут обслуживать? Вот такая у нас прекрасная комната отдыха, где можно в тишине пообедать
вкусно отдохнуть между трудовыми буднями. Вот это мастерская и склад. Все у нас есть. 3 комнаты отдыха на нашем участке. Даже телевизор, холодильник, диван. Работай не хочу. Вот так и живем. Так, вернее, жили мы с Ваней. А теперь живем по-другому. Теперь я буду работать на Комендантском 55-57 мои дома. 2 дома за 70 тысяч. А всего тут 4 дома, у нас 2 электрика, 3 сантехника. 2 плотника на 4 дома. Ваня будет на оптика, угол оптиков и туристской тоже обслуживать 2 дома за 70 тысяч. ЖК йога. УК лидер. Вот такие зарплаты. Такие дома новенькие. 2 дома приехал, и ты уже на работе. Подземный переход из дома в дом. Никаких проблем. На такую работу никто не идет. На 2 дома. А кто пойдет в ЖКО на 34 тысячи? Такие тут. Вот комната отдыха у меня вот такая. Замечательная. Интернет бесплатный. Свой склад отдельный. Инструмент, одежда. Пришел и работай. Душевая кабина, туалет. Чистота, порядок. Я здесь один живу. Никого нет. Разве можно поменять такую работу на ЖКО? Еще лисий нос, Ольгина лахта, прокуратура, МЧС. Везде мы должны. Что-то мы должны всем. За такую зарплату не успеешь даже. За любую зарплату не успеешь что-то делать. Даже на зарплату депутата мы не сможем обслуживать столько домов. Я бы хотел посмотреть, как 2 депутата на свою зарплату обслужили бы эти дома. Без депутатов мы сможем прожить. А как депутаты, интересно, без электриков, без сантехников? Смогут они прожить? И сколько они проживут без нас? Врачи. Врачи, электрики и сантехники – самые уважаемые люди в этом мире. Не может мир жить без нас. Вот такие дома в ЖКО. Уже все развалили. Колхозы, совхозы, города целые. Теперь уже взялись за Санкт-Петербург. Как людям-то жить? Без электриков, без сантехников. 5 сантехников на 50 домов. Электриков вообще нет. Никто не идет. Их и нет. Ни ПТУ, и электриков нет. Так что пишите, друзья, хотели бы вы работать электромонтером в ЖКС? И за какую зарплату вы бы пошли туда? Отношения в коллективе у нас отличные. Наш коллектив состоит из 2 человек. И наша начальница замечательный человек. Но с таким количеством домов не может никто справиться. Надо 12 электриков. Нормально было состояние домов. Все успевали, все делали. Пишите, друзья, как вам такая работа. Кому понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. Мы будем рады любым комментариям. И когда это все кончится, одному Богу известно. Кто хочет, приходите, вас там ждут. Работа есть для всех. Но не каждого возьмут. Только у того, у кого есть стаж работы в ЖКО. А просто электрики можете не обращаться, потому что вас не возьмут в ЖКО. Вот такая у нас система. Все, друзья.
Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока-пока. Хорошего вам отдыха и работы.